Бездомная собака на несколько дней останавливает движение. Водители сигналят, люди кричат, но движение не сдвинется с места. Затем к ним подходит женщина. Она заглядывает в канаву. Ее крик пронзает воздух. То, что она увидит, разобьет вам сердце. Дождь хлещет по оживленной улице. Ревут клаксоны. В этом хаосе на страже стоит потрепанный пес со спутанной и грязной шерстью, не сводящий глаз с придорожного стока. Прохожие перешептываются и бросают на него сердитые взгляды. Но пес остается непоколебимым, решительным, как будто весь мир зависит от его бдительности. Сквозь промокшую от дождя шерсть видны ребра пса, лапы твердо стоят на асфальте. Он с непоколебимой решимостью встречает встречные машины. Водители с проклятиями сворачивают в сторону. Пешеходы обходят его стороной. Но взгляд пса ни на секунду не отрывается от этой непримечательной водосточной решетки. Проходят дни, и каждый из них — испытание на выносливость. Лапы собаки дрожат от усталости, но она все еще стоит на ногах. Поводя носом и насторожив уши, она продолжает нести свою одинокую вахту. Некоторые прохожие проявляют беспокойство. Молодая женщина пытается отвлечь ее бутербродом. Собака принюхивается один раз, затем возвращается на свой пост. Еда никого не интересует. Главное — это миссия. По мере распространения слухов собираются толпы, выдвигаются теории. Это бешенство. Некоторые шепчутся, что нет, другие спорят. Это что-то защищает. Дети выглядывают из-за ног родителей, широко раскрыв глаза от любопытства и страха. Собака игнорирует их всех. Владельцы местных магазинов спорят, что делать. «Это плохо сказывается на бизнесе», — ворчит владелец кафе. «Но это никому не вредит», — возражает продавец книжного магазина. «Возможно, ему нужна помощь. Сострадание борется с удобством. Микромир более масштабной социальной борьбы». Подъезжает фургон местных новостей, жаждущий истории, представляющий интерес для людей. Репортер подходит к микрофону. Шерсть собаки встает дыбом, из ее горла вырывается низкое рычание. Репортер ретируется, но камеры продолжают снимать. Мир любит тайны, и эта тайна транслируется в прямом эфире. С наступлением ночи улицы пустеют, но пес продолжает нести вахту. Под резким светом уличных фонарей его тень тянется длинной и одинокой. Мимо крадется бродячая кошка, останавливаясь, чтобы рассмотреть странного стража. На мгновение их взгляды встречаются. Между двумя существами, которых общество часто не замечает, возникает молчаливое взаимопонимание. Наступает рассвет. Голова пса опускается, усталость берет свое. Но каждый раз, когда его начинает одолевать сон, пес снова приходит в себя. Что бы ни привело его в это место, оно все еще обладает силой. К нему приближается мальчик, сжимая в руках коричневый бумажный пакет. «Вот», — тихо говорит он, кладя горсть сухого корма рядом с собакой. В отличие от вчерашнего, собака ест, но не уходит. Вместо этого он выталкивает часть еды в канализацию. Глаза мальчика расширяются. «Мама!» Он зовет. Мне кажется, там что-то есть. Его крик привлекает внимание. Собирается небольшая толпа, перешептываясь. Пес настороженно наблюдает за ними. Мышцы напряжены. Женщина делает шаг вперед. На ее лице написано беспокойство. «Дай-ка я посмотрю», — говорит она, опускаясь на колени у водостока. Собака неуверенно виляет хвостом. Она вглядывается в темноту и ахает. Там внизу что-то движется. Собака лает, словно говоря, что наконец-то кто-то понял. Толпа устремляется вперед. Ошеломленная собака отступает, но не бежит. Его взгляд мечется между водостоком и умоляющими людьми. Кто-то вызывает пожарных. Когда вдалеке завывает сирена, женщина, заглянувшая в водосток, пытается успокоить собаку. «Все в порядке», — успокаивает она. Помощь приближается. Собака тихо скулит, прижимаясь к ее ноге. Прибывают пожарные, лязгая оборудованием. Собака возбужденно лает, пробегая между ними и канализацией. «Я думаю, он пытается нам что-то показать»,
— говорит один из пожарных. Они открывают решетку и светят фонариками в мутную воду внизу. По толпе прокатывается общий вздох. В луче света поблескивают крошечные глазки. 3 котят, цепляющихся за обломки, жалобно мяукают. Собака не перекрывала движение. Это она подняла тревогу. Когда пожарные осторожно переносят каждого котенка в безопасное место, толпа ликует. Собака скачет кругами, яростно виляя хвостом. Она обнюхивает каждого котенка, когда их берут на руки, и нежно облизывает их мордочки. Женщина, которая первой заглянула в канализацию, укачивает дрожащих котят. «Ты герой», — шепчет она собаке. Собака смотрит на нее снизу вверх, и в ее глазах светится то, что можно описать только как гордость. Камеры новостей фиксируют спасение. Репортеры требуют интервью. Начальник пожарной охраны говорит о храбрости и сострадании. Сотрудники службы контроля за животными прибывают не для того, чтобы поймать, а чтобы помочь. Они осматривают собаку и котят, восхищаясь необычной семьей. Подпишитесь сейчас, чтобы узнать больше невероятных историй о животных, которые согреют ваше сердце и восстановят веру в мир. По мере того, как утихает переполох, возникают более серьезные вопросы. Как бездомная собака узнала, что нужно охранять этих котят? Какой инстинкт заставлял его бодрствовать несколько дней, не обращая внимания на голод, усталость и разъяренных водителей? Местный ветеринар высказывает свою точку зрения. «Животные гораздо сложнее, чем мы часто думаем», — объясняет она. Эта собака проявила эмпатию, умение решать проблемы и невероятную целеустремленность. Это напоминание о том, что способность к состраданию присуща всему животному миру. История распространяется со скоростью лесного пожара. Социальные сети пестрят фотографиями и видео героической бездомной собаки. Хэштег #DrainDogHero распространен по всему миру. Люди делятся своими историями о храбрости животных и необычной дружбе с ними. Бихевиористы, изучающие поведение животных, восхищены действиями собаки. Это бросает вызов нашему пониманию межвидовых отношений, комментирует один из экспертов. Это показывает, что стремление защищать не ограничивается только себе подобными. К дискуссии присоединяются философы и специалисты по этике. «Что это говорит о природе альтруизма?» – спрашивают они. Если бездомная собака может проявлять такое бескорыстие, что это значит для человеческой морали? Инцидент стал катализатором местных перемен. Городской совет собирается, чтобы обсудить улучшение дренажных систем и программ для бездомных животных. Пожертвования поступают в местный приют. Добровольцы массово записываются, чтобы помочь в спасательных работах. Тем временем собака и котята становятся местными знаменитостями. Приют наводнен предложениями об усыновлении. Но есть один нюанс. Большинство людей хотят усыновить их вместе, не желая разделять эту необычную семью. Женщина, которая первой заметила котят, навещает их ежедневно. Она сидит с собакой, которая теперь чистая и здоровая, и наблюдает, как она нежно играет со своими кошачьими подопечными. «Вы знаете», — говорит она работнику приюта, «я никогда раньше не считала себя собачницей, но это все меняет». Ее слова находят отклик у многих. Эта история бросает вызов предубеждениям о бездомных животных, о способностях животных, о самой природе семьи. Она заставляет людей пересмотреть свои отношения с существами, населяющими наш мир. Школы используют эту историю в качестве учебного пособия. Дети пишут эссе о доброте и храбрости. Они рисуют картинки с изображением героической собаки, стоящей на страже. Учителя используют их, чтобы спровоцировать дискуссию об ответственности, сопереживании и умении мыслить шире. Организации, занимающиеся спасением животных, пользуются моментом. Они запускают кампании, подчеркивающие интеллект и эмоциональную глубину бездомных животных. Каждое животное заслуживает шанса, заявляют их плакаты с изображением собаки-защитника. В разных культурах эта история находит разный отклик. В некоторых странах это вновь разжигает споры о законах о защите животных.
В других странах это рассматривается как духовное послание о взаимосвязи всего живого. Ученые тоже находят эту историю захватывающей. Исследователи когнитивных способностей животных указывают на это как на свидетельство сложного мышления собак. Это был не просто инстинкт, утверждает один ученый. Эта собака оценила ситуацию, распознала проблему и нашла решение. Это выдающееся проявление интеллекта. Проходят недели. Котята становятся сильнее. Пес, который когда-то был одиноким бродягой, теперь виляет хвостом при виде каждого посетителя. Его глаза, когда-то настороженные, теперь сияют довольством. Это живое свидетельство преобразующей силы сострадания. По мере приближения дня усыновления, приют решает предоставить собаке возможность выбирать. Они заводят проверенные семьи. Внимательно наблюдая, собака обнюхивает каждого из них, вежливо виляя хвостом. Но когда женщина, которая первой заглянула в водосток, входит, ее реакция очевидна. Она бросается к ней, осыпая ее нежностью. «Я думаю, мы подходим друг к другу», — с улыбкой говорит работница приюта. Женщина опускается на колени, обнимая собаку. «Что скажешь?» — спрашивает она. «Хочешь вернуться ко мне домой? Котята и все такое прочее». Радостный лай собаки не нуждается в переводе. Когда они готовятся покинуть приют, вспыхивают камеры. Эта заключительная глава истории также попадает в заголовки газет. В статьях говорится, что герой дренажного пса навсегда обретает дом, но это больше, чем просто счастливый конец. Это новое начало. В своем новом доме поселяется необычная семья. Собака присматривает за своими приемными котятами с той же преданностью, которую она проявила у водостока. Женщина восхищается связью между ними, тем, как обогатил ее жизнь этот неожиданный поворот событий. «Знаешь», — говорит она подруге, — «я решила спасти их». Но в некотором смысле они спасли и меня. Они показали мне, что значит проявлять безусловную заботу, быть храброй перед лицом невзгод. Ее слова находят отклик у многих. В мире, который часто разделен, эта история межвидового сострадания объединяет. Она напоминает людям о том хорошем, что может случиться, когда мы откроем свои сердца, когда мы перестанем помогать, когда мы признаем ценность каждого живого существа, ставим лайки и делимся этой трогательной историей, чтобы распространять ее. Вместе мы сможем вдохновить мир на большее количество добрых поступков. История о герое-собаке, потерявшем сознание, становится не просто популярной историей. Она становится пробным камнем, точкой отсчета для сострадания. Сталкиваясь с этическими дилеммами, люди задаются вопросом: что бы сделала собака, потерявшая сознание? Местные художники создают фрески, изображающие бдение собаки. Писатели пишут детские книги о необычной дружбе животных. Режиссер-документалист начинает проект, посвященный сопереживанию животным, вдохновленный этим замечательным проявлением межвидовой доброты. Женщина, которая усыновила собаку и котят, становится защитницей животных. Она выступает в школах и на общественных мероприятиях, рассказывая о своей истории и уроках, которые она извлекла. Она рассказывает своим слушателям, что речь идет не только об одной храброй собаке, но и о признании способности к добру во всех существах и в нас самих. Ее приемная собака, когда-то бывшая бездомной, теперь носит жилет, обозначающий ее как животное-терапевт. Они посещают больницы и дома престарелых, принося комфорт и радость. Котята, ставшие теперь кошками, иногда тоже приходят с нами. Живое напоминание о силе неожиданных связей. По прошествии нескольких месяцев влияние этой истории растет. Другие сообщества сообщают об увеличении числа усыновлений животных. Люди делятся историями о том, как они по-новому взглянули на бездомных животных в своих районах и нашли способы помочь. Наследие истощенной собаки продолжает жить в бесчисленных маленьких проявлениях доброты. Ученые изучают этот феномен, выясняя, почему именно эта история вызвала такой глубокий резонанс. Как объясняет один социолог, эта история затрагивает универсальные темы:
Храбрость, верность, триумф обездоленного или в данном случае потерпевшего поражение. Но она также побуждает нас к расширению круга сострадания. Экологические организации используют эту историю, чтобы подчеркнуть взаимосвязь экосистем. Они утверждают, что если собака может ухаживать за котятами, то мы, люди, наверняка сможем научиться лучше сосуществовать с миром природы. В годовщину спасения город устраивает праздник. Собака и ее приемная семья являются почетными гостями. Мэр открывает небольшую статую знаменитого ныне дренажа, бронзовую собаку, стоящую на страже. На мемориальной доске написано «Сострадание не знает границ». Под одобрительные возгласы толпы женщина, которая приютила этого бывшего бездомного пса, размышляет о своем путешествии. «Это удивительно», — говорит она, почесывая за ушами своего пса. «У этой собаки не было ничего, ни дома, ни семьи. Но она отдала все, чтобы спасти этих котят. Это напоминает мне о том, что независимо от того, кто мы и что у нас есть, у всех нас есть возможность что-то изменить». Ее слова находят отклик у собравшейся толпы. В этот момент они празднуют не просто храбрость одной собаки, они празднуют потенциал доброты, который заложен в каждом из нас, как в человеке, так и в животном. История героя истощенного пса становится современной легендой, передаваемой из поколения в поколение. Это напоминание о том, что герои бывают разных форм и размеров, что семья не определяется биологическим видом и что иногда величайшие проявления любви происходят в самых неожиданных местах. Когда на праздник опускаются сумерки, женщина и ее необычная семья отправляются домой. Собака радостно бежит рядом с ней. Картина умиротворения. Исчез отчаявшийся бродяга, одинокий страж. На его месте любимое домашнее животное, местный герой, символ надежды. Дома, когда пес улегся в постель в окружении своей кошачьей семьи, женщина размышляет о том, какой поворот судьбы свел их вместе. «Ты многому меня научил», — шепчет она в последний раз, поглаживая пса на ночь. О верности, об упорстве, о том, чтобы видеть ценность в каждом живом существе. Пес поднимает на нее глаза, полные доверия и привязанности. В этом взгляде понимание, связь, которая превосходит любые слова. Этот взгляд говорит: «Я бы сделал все это снова для них, для тебя, для любого существа, которое в этом нуждается». Выключая свет, женщина дает молчаливое обещание почтить наследие этой собаки, живя с таким же искреннее сострадание, такая же готовность постоять за тех, кто не может постоять за себя сам. Это обещание находит отклик в сердцах людей по всему миру, вдохновленное непоколебимой бдительностью одной бродячей собаки. В ночной тишине, когда собака засыпает, ее тихое похрапывание смешивается с мурлыканьем приемных котят. Это песня о довольстве, о семье, о любви, которая не знает границ. Напоминание о том, что иногда самые глубокие перемены начинаются с самых простых добрых поступков. Итак, легенда о собаке-герое, потерявшей сознание, продолжает жить. Не только в статуях или новостных сюжетах, но и в бесчисленных жизнях, которых она коснулась и изменила. В каждом бездомном псе, получившем второй шанс, в каждой протянутой для помощи руке, в каждом сердце, открытом состраданию. Это история, которая продолжает вдохновлять, бросать вызов и изменять мир, проявляя доброту к другим людям. Это свидетельство неприходящей силы любви, верности и нерушимых уз, которые могут образоваться между всеми живыми существами. На рассвете нового дня женщина просыпается и обнаруживает, что ее собака уже готова к утренней прогулке. Вместе они вступают в мир, навсегда изменившийся благодаря поступку одного отважного бродяги. Мир, который становится более осознанным,
более сострадательным, более восприимчивым к возможностям общения и доброты. И когда они идут по улице, соседи машут им и улыбаются. Дети возбужденно показывают на них пальцами. «Смотри». Говорят, что это собака-герой. Собака, которую когда-то избегали и не замечали, теперь ходит с гордостью, являясь живым напоминанием о том, что каждая жизнь имеет ценность, что каждое существо заслуживает сострадания. Женщина улыбается, наблюдая, как ее спутник приветствует каждого человека и животное, мимо которых они проходят, с той же нежной добротой, с какой он приветствовал тех котят в канализации. Она понимает, что настоящее чудо — это не только то, что произошло в тот дождливый день на обочине дороги. Это то, что продолжает происходить каждый день, когда последствия этого единственного смелого поступка распространяются во все стороны, затрагивая жизнь за жизнью. Жизнь. «Давай, герой», — мягко говорит она, когда они поворачивают к дому. «Давай посмотрим, какие еще чудеса может принести этот день». Пес смотрит на нее снизу вверх, виляя хвостом. Его глаза светятся доверием и радостью. Вместе они идут дальше, в будущее, которое становится светлее благодаря состраданию. Огонек, впервые зажженный непоколебимым бдением одной храброй собаки на мокрой от дождя улице, теперь горит в сердцах людей по всему миру.